Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, где мы с вами вспоминаем легендарные советские легковые и грузовые автомобили. Также будет небольшой сравнительный видеообзор, где мы вспомним о двух забытых брендах – Ultra Models и Автоистория. И, конечно, вы можете спросить, а почему это бренды забытые? Ведь их продукция встречается в открытой продаже и по сегодняшний день. Да, это так, но с засилием всевозможной журнальной серии эти модели отошли на задний план. И эти масштабные копии примерно одного ценового сегмента, и я вам приготовил два костромских изделия. Одна модель в коробочке Premium Classics, потому что этот грузовик у меня практически без доработок, а вариант от Автоистории уже сильно околхожен. Многие детали заменены на аналог из фототравления, и сравнивать доработанную модель с первозданным вариантом с завода, я думаю, будет не совсем корректно. Но у варианта Premium Classics немного отличий от более бюджетного сегмента в коробочке Автоистория. И сейчас посмотрел бортовые ЗИЛ-130 в 43-м масштабе от Ультра вы можете найти в продаже за 850 рублей. Аналог от Автоистории вам обойдется в 1250 рублей. Более дорогостоящая модель в боксе SSM вам обойдется в 2650 рублей. И самый дорогой вариант для Европы в коробочке Premium Classics вы найдете за 5500 рублей. В Европе эти модели сейчас продают за 64 евро. И цена растет в геометрической прогрессии, а детализация модели особо не отличается. И начнем мы, пожалуй, с упаковки. Если посмотреть на коробочку Зила от Ultra Models, то она очень симпатичная, окрашена в темно-синий цвет, и по своей стилистике мне эта упаковка напоминает старую продукцию Агат. На боковинках упаковки есть схематический рисунок настоящего автомобиля, тоже довольно хорошее стилистическое решение, и на нижней стороне упаковки вы можете ознакомиться с различной информацией, которая касается данного производителя. Указан их официальный сайт, написано, что это изделие изготовлено в Китае, и давайте покажу, как выглядит оригинальная упаковка от ЗИЛ-130 Автоистория. И коробочка намного компактней, она уже в другом оформлении, и сама картонка менее плотная, и у Автоистории довольно часто встречается проблема со сломанными зеркалами, потому что данная упаковка никак не защищает выпирающие хрупкие пластиковые детали. Тоже присутствует фиксационный блистер, только он не двухстворчатый, как у варианта Ultra Models, а обхватывает модель спереди и сзади. На нижней стороне упаковки тоже есть информация о данном производителе. Написано, что это изделие изготовлено в Китае, и указан их официальный сайт. Давайте уберем коробочки и посмотрим на вариант от Premium Classics. Здесь масштабная копия поставляется в довольно крупном пластиковом дисплей-кейсе, и точно такие же коробочки вы можете встретить на другой продукции Костромы, хотя их ЗИЛ-130 поставляется в менее крупной коробке. На нижней стороне тоже есть информация. Написано, что это изделие разработал Madimio Engineering, и есть наклеечка с артикулом, по которому можно найти данный грузовик в интернете. И этот ЗИЛ-130 я взял по простой причине. Он выполнен в ливрее Национальной народной армии ГДР. И это небольшая серия в моей коллекции, обзор на которую вы тоже можете найти на моем канале. Давайте вынем ЗИЛ-130 из коробки от Ultra Models, и тогда посмотрим на эти масштабные копии поближе. И, на мой взгляд, у Ультры более удачные цвета. У них предлагался классический синий ЗИЛ, и также машина в темно-зеленом защитном цвете. А у Автоистории машина предлагалась с голубой кабиной и серым кузовом, если мне не изменяет память, и также полностью красный вариант. И обе модели на рынке были как с поздним типом решетки радиатора, так и с более ранним. Но у меня ЗИЛ от Ультры с поздним типом, модель от Premium Classic с ранней облицовкой, и вариант от Автоистории тоже с поздним типом. Правда, здесь я поставил другие фары.
Модель от Ультра довольно тяжелая, у нее металлическая кабина, металлическая рама, пластиковый кузов и пластиковая верхняя часть кабины. Интерьер из пластика, окрашенного в массе черного цвета. Дверные ручки просто обозначены серебристой краской. Это одна деталь с кабиной грузовика. Пластиковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кабины, и пластиковые стеклоочистители. Решетка радиатора более-менее нормальная, правда, краской залиты сквозные отверстия. Фары тоже примерно такого же уровня, как у изделий костромских брендов, хотя поворотнички на этом варианте обозначили просто оранжевой краской. Они отлиты вместе с пластиковой деталью. И на крыльях поворотники тоже обозначили оранжевым лаком. Колесные диски более-менее нормальные, со сквозными отверстиями, довольно интересные покрышки, у которых присутствует боковая маркировка, и также это единственная промышленная модель, на которой используются шины с маркировкой Voltire. Больше других 130-х ЗИЛов с такой покрышкой я не встречал. Задние фонари просто нарисованы красным лаком, есть сцепное устройство, правда, оно не функционально. И вот так выглядит нижняя часть. Крепежные винты, которые держат кузов и задний мост, карданный вал, выхлопная труба. Есть имитация аккумуляторной батареи, хотя она мало походит на настоящую, ресивер и другие элементы. Топливный бак у этого грузовика из пластика, и он окрашен в массе. Давайте посмотрим на модель от Premium Classics. Она покрашена в зеленый цвет, не совсем типичный для Советского Союза, но немецкую технику в похожем цвете на фотографиях в интернете я тоже встречал. Зеркала заднего вида тоже сделаны из пластика, не намного лучше, чем у варианта от Ultra Models. Стеклоочистители на этой модели из фототравления, хотя на варианте от Автоистория были толстенные пластиковые щеточки, и, конечно, они портили вид масштабной копии. И могу вам показать, как выглядели ножки зеркал на варианте от Автоистория. Они были окрашены в серебристый цвет и по толщине точно такие же, как у варианта Premium Classics. У этого грузовика уже окрашены сиденья и панель приборов, хотя на варианте от Автоистории эти детали были из пластика черного цвета. У варианта Костромы уже дверные ручки в виде пластиковых отдельных деталей, окрашенных в серебристый цвет. И у этого грузовика из металла только кабина. Рама и кузов сделаны из пластика. И из-за этого модель намного легче, чем вариант от Ultra Models. На варианте Premium Classics колесные диски окрашены черной глянцевой краской. На модели от Автоистории они просто из пластика. Также у этого грузовичка уже улучшенная резина, но я поставил ее из набора АВД покрышки. И, на мой взгляд, у костромского варианта лучше сделана облицовка радиатора. Могу вам показать машину от Автоистории с новым типом. И здесь, на мой взгляд, лучше видны прорези, чем на варианте от Ultra Models. Ну и опять же вы можете увидеть небольшие доработки. Это стеклоочистители, также зеркала из фототравления. Заменил фары, добавил регистрационные номерные знаки и окрасил интерьер кабины. Также добавил газобаллонное оборудование. И видеоролик о том, как делать этот элемент, вы тоже можете найти на моем канале. И вот так выглядит автомобиль снизу. Тоже не окрашена выхлопная система, присутствует более детализированный ресивер, также площадка под аккумулятор. Задние фонари здесь тоже реализованы лучше, чем на варианте от Ultra Models. Они уже из прозрачного пластика. Тоже присутствует сцепное устройство, правда, оно тоже не функционально. И кузова изнутри имеют детализированное напольное покрытие,
а расшивка бортов как на варианте Ultra Models, так и на варианте от автоистории без какой-либо детализации. Вот такой зилок. И еще одна проблема на многих зилах от автоистории SSM Premium Classics – это разъезжающиеся передние колеса. Из-за того, что у этого автомобильчика не очень хорошо проработана передняя балка. Она очень хлипкая, зачастую ломается, и колесики разбалтываются, потому что они крепятся специальными фиксаторами, а не на одной оси, как у варианта Ultra Models. Но опять же, визуально такое решение смотрится более правдоподобно. По геометрии кабины примерно одинаковы. Конечно, у одного и у другого бренда есть свои недочеты, но я могу сказать, у автоистории SSM вполне удачная копия 130-го зила. Конечно, на сегодняшний день аналог в коробочке Deep Models более копийный, но он и стоит дороже, и появился значительно позже, чем вот эти масштабные копии. И не стоит забывать, что на 2012 год по большому счету промышленных 130-х зилов и не было. Да, были старые советские модели завода Электроприбор, но они даже по тем меркам не дотягивали до коллекционной масштабной копии. Была различная кустарная промышленность, модели от мастеров-одиночек, также от мелких мастерских, но там уровень проработки тоже очень сильно различался. Машины стоили дорого, не всегда была возможность их приобрести в коллекцию, и опять же эти производители как-то особо неизвестны. А все же это изделие, которое можно было приобрести практически в любом модельном магазине. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о 130-м зиле от автоистории. Какую модель вы бы приобрели в свою коллекцию? Что вы думаете о модели от Ultra Models? Почему эти зилы не пользуются популярностью на сегодняшний день? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не нажали на него раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. Можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на модели из моей коллекции. И смотрите другие видеообзоры, их на сегодняшний день скопилось более 1000 штук. На сегодня это все, до новых встреч, пока!